Сказали, что она не проживет и неделю, потом сказали, не проживет месяц, не проживет год, 3 года и так далее. И в итоге сейчас ей в этом 2019 году будет 30 лет. То есть 30 лет, почти 29, она вот так живет. Я вообще об этом никак не думаю. Я не думаю об этом с точки зрения вины или не вины. Может быть, это как раз-таки в меня и вложили, что никогда Катю не отделяли от меня, вот и я не чувствую, что в ней что-то не так. И так, может быть, поэтому отношусь к другим людям с особенностями. У нас с сестрой очень маленькая разница. И иногда, когда я об этом задумываюсь, я думаю, боже мой, какая я счастливица, что у меня есть сестра, которая меня младше на год и 11. Ну, представьте, что там 22 и 20 лет. Но это же вообще ничего. Но современный мир вообще, жизнь показала мне, что Катя ребенок с особенностями. Опять же, мне это показала жизнь. Старшая моя сестра, то есть мамин первый ребенок, она родилась больной, инвалидом. Вот. И как бы, конечно же, маме, как и любому человеку, хотелось бы здорового ребенка иметь. Она бы, конечно, отдала все за то, чтобы сделать мою сестру здоровой. Но, к сожалению, это невозможно было. И она очень сильно боялась рожать дальше. Через 7 лет после моей сестры родилась я. И, как мама любит шутить, мне было без разницы, как тебя я назову. Хоть чайником, главное, чтобы ты была здорова. Мне кажется, мы бы не росли бы так близко, если бы она не была такой, какая она есть. И у меня не было бы таких стимулов становиться успешной, становиться значимой в жизни, становиться самодостаточной для того, чтобы иметь... У меня есть такой постоянный стимул, постоянная какая-то эмоциональная опора. Наверное, она поддерживает меня больше всех людей на свете. Просто потому, что я понимаю, что она моя ответственность. Это было, страшно, это было тяжело. К вопросу возвращаясь, каково это расти в семье с таким ребенком. Ну и плюс ко всему, всегда у меня была подруга одна, и некоторые другие подруги, которые были ровесницы, старшие сестры моей сестры, и я видела, как это прекрасно, когда старшая сестра здорова, и как бы много чего мы сделали вместе с ней, если бы она была здорова, и как бы вообще было бы все по-другому. Но я просто понимала, что, такая ситуация, и с ней ничего не поделаешь, и тут я поняла, что как бы тяжело семье, очень тяжело, и я должна что-то делать с этим. У нее аутизм, и детки с аутизмом это нормально, они практически не отличаются, потому что ребенок 6 и 10 лет на самом деле психологически не так сильно отличаются друг от друга. Но когда человек вырастает, эти различия начинают более явными становиться. И вот для того, чтобы окружающим было понятно, какова ситуация, я обычно говорю, что она сейчас как 10-летний ребенок. То есть ей там 20 лет, но она как 10-летний ребенок. Она родилась с поломанными позвонками полностью. У нее, грубо говоря, атрофировались руки, ноги, то есть шея, то есть она не держит шею, она не управляет своими руками, она не ходит, она не разговаривает. То есть, по сути, не прям овощ, который прикован к кровати, то есть не парализованная, но не может управлять ничем. Аутизм – это заболевание нервной системы. Заболевания нервной системы влекут за собой и интеллектуальные, и некоторые физические, гормональные часто отклонения. Это задержка психического развития, это речевые особенности, не до конца развита артикуляция. То есть ребенок говорит как 5-летний или 6-летний, хотя голос взрослого. У нее, не знаю, как насчет боли в позвонках, и где-то она ж не может объяснить, что самое ужасное. Поэтому она может сказать «да» головой, может сказать «нет» головой. Там, допустим, на горшок сходить, там она попу поднимает. Там что-то попросить, она ногами она управляет. То есть они дистрофичные, худенькие у нее, но она может постучать, там, повести ногой. Все это может, руками не может. Вот. И что сейчас с ней происходит, это с каждым годом она стала задыхаться.
у нее проблемы, в принципе, везде, вот в плане дыхания. Она, когда кушает, она давится, потому что у нее там-то все неправильно, и у нее попадает не в то горло. И каждый прием пищи для нее испытание. Каждый. Кушает она 3 раза в день. Это единственное, что может ее порадовать. Сама представь себе, что человек, по сути, ничем не занят целый день. Либо слушает радио, очень любит музыку, либо смотрит телевизор, либо лежит, либо сидит. Все. Скажем, главная особенность аутистов в том, что они очень избирательны к своему окружению. То есть какие-то у них происходят процессы в голове, когда они не могут со всеми общаться. Есть аутисты, которые вот так садятся в углу, ни с кем кричат, бросаются, никого к себе не подпускают, ни мам, ни пап. Для них, для таких ребят, роботов там разрабатывают. Есть другие, есть те, кто вообще никак на это не проявляется, просто у них внутри психологический блок на общение. Вот это настоящие интроверты. Интроверты — это же те, кто в себе, да? Вот они настоящие интроверты, они хипстеры эти всякие, которые мне тяжело быть в обществе людей. Вот этим людям тяжело быть в обществе людей, ребят. Мама с самого рождения вкладывала просто все, что можно в Катю. Учебу, взяла к себе в класс. Сначала одна параллель с мамой, она отправила ее к самому строгому учителю в школе. Катя там проучилась год, привыкла к школе и пошла к маме в класс только после этого. Потом вот такая была. Никаких ни писка, ни мама помоги, ничего. Мария Владимировна, и вот у нее было очень четко все. Занятия дополнительные, там, кружки, не кружки. После школы у мамы у своих там ОВЗ детей 27 штук в классе, а потом еще Катька дома. И, наверное, может быть, это стало ее нормальной средой, и поэтому мама понимала, что она и там общается, и здесь общается с такими детками. Но в какой-то момент мама сказала, что все, Катя, я всегда помогаю, но ты сама, это твоя жизнь. И это тоже был огромный важный шаг. Не каждый на такое решается, на самом деле, когда у ребенка проблемы. Она задыхается постоянно. То есть она ложится, у нее начинает закладывать нос. Она начинает кашлять. У нее проблемы с этим, с бронхами. И вот это я наблюдаю уже на протяжении многих-многих лет. И это страшно наблюдать за этим, но приходится отстраняться, приходится становиться, наверное, чёрствой, или даже не чёрствость, это, наверное, просто приходится становиться отстраненной. Вот. Мне может быть, это, с одной стороны, проще, потому что я уже на 5 лет закончила, получается, полгода назад университет, 5 лет училась, и я по полгода находилась в Питере. И я этого не видела. И мне проще. А мама-то наблюдает за этим уже 29 лет. Это ее ребенок. Ей тяжело за этим смотреть, за этим наблюдать. И это, в принципе, страшно, когда ты видишь, что человеку помочь ты не можешь. То есть надо прибегать, как она просит, закапывать ей нос, брызгать ей в горло. Там периодически делать ингаляции, делать уколы в вены, которые пропадают постоянно внутривенно. Мне кажется, очень мужественной нужно быть женщиной, чтобы относиться к ребенку с особенностью как к нормальному. Давать ему возможность ходить одному в школу, как нормальному ребенку. Давать ему возможность самостоятельно делать уроки, как нормальному ребенку. Но при этом как-то незримо вкладываться в него и контролировать постоянно.
Никогда не было такого, чтобы я понимала, что Катя идет домой без сделанных домашних заданий. И я понимала, что мама сидит с ней там до 10, до 12, и они читают эту страницу, они бьют. Но чтобы Катя сказала все сама, мама никогда за нее ничего не делала. И звучит как-то жестко, но на самом деле это было все так очень мягенько, так деликатно. Мама педагогична очень. Хотела сказать, что мама педагогиня, но это действительно так. Выбивать те же самые лекарства. Государство, а почему мы обязаны выделять лекарства? Конечно же, везде это прописано, что государство обязано это делать, но у Нальчика Кабардино-Балкария, маленькая республика, в которой как бы это все естественно, как в любом городе нашей страны, все вот эти денежки идут в карманчики, а как бы лекарства покупать и бесплатно выдавать как бы никому не нужно. И мама очень много лет, даже когда я родилась, она боролась за эту систему, чтобы эти лекарства выдавали бесплатно и выдавали без скандалов. Она добилась этого, наверное, не знаю в каком возрасте, но добивалась, сколько я помню, вот ее до, наверное, моего там какого-то старшего класса. И усталость, и врачи, и смелость не ставить диагноз очень долго для того, чтобы ребенок не стоял на учете в психиатрических диспансерах и не был привязан справками к какому-то своему статусу, не подтверждение инвалидности, зная, что есть диагноз, но для общества этого диагноза нету, потому что нету справки, к сожалению. Мы в таком обществе живем, когда нет справки, она не может сдать экзамены по-другому, она не может устроиться на работу по-другому. Вот это, наверное, самое главное мамино вложение. Она не пошла на поводу вот у этого соблазна облегчить ей жизнь путем постановки диагноза. У Кати так диагноза в бумажке и не стоит. Все знают, все говорят, на зачислениях всегда это обсуждается, это все понимают, потому что это видно, но она никогда не сдавала ни в какой специальной группе экзамены, она никогда не поступала ни по какой льготной категории в колледж, ничего льготного она не делала. Когда люди говорят о том, что они делают выводы о человеке, не зная его ситуации, я не понимаю таких людей. Зачем они это делают? Неужели нельзя просто сесть и поговорить и узнать о человеке все? Чтобы узнать чтобы просто узнать, почему человек так делает, почему, хотя высокомерно себя на самом деле это не веду, просто так почему-то некоторым людям кажется периодически. Чаще всего я была всегда забитая очень и закомплексованная, оказалась высокомерной. На данный момент я не забитая и не закомплексованная, слава богу, преодолела. Но есть люди, которые продолжают это говорить, и я вот действительно говорю, вот хочется взять прям за волосы, притащить ко мне домой и сказать, смотри, высокомерный человек не будет этого делать, то, что делаю я, и то, что делает моя мама. Хотя мою маму тоже высокомерной многие считают. Не будет. Ну, как и любые такие вещи людей пугают, странно относятся. Причем, что она понимает, что ей 20 лет, и она хочет общаться со взрослыми, там пишет им, они от нее отталкиваются, пытаются сознательно уйти от этого. Потому что, потому что им непривычно такое отношение к себе и вообще взаимодействие с людьми. Вот. Так что да, такая есть проблема, и я рядом с ней, мы вместе с этим росли, но опять же это как проблему я начала воспринимать только когда вот в университет, наверное, поступила и уехала. И начала слышать о проблемах взрослой жизни, которые с ней связаны. Да, там надо научить заплатить за квартиру, надо научить сходить заплатить в банк, что-то сделать, и все это сложно, и все это стеснительно. Я рада, что я родилась для мамы, потому что для мамы я стала отдушиной, и я стала надеждой. Родилась, по сути говоря, надежда для нее. Она любит мою сестру не меньше, чем меня. Она, естественно, это ее ребенок. Вот фразу «я тебя люблю», наверное, сказать хотелось бы. Ну и не только маме, конечно же, я и благодарна, и люблю каждого из своей семьи очень сильно. Но то, что касаемо мамы, то, наверное, вот это я крайне редко говорю. Но пытаюсь дать ей это понять, что очень сильно ее люблю. Вот так.
Это не врожденное заболевание у нее. Ну, случилось, к сожалению, так, что это из-за врачебной ошибки не вовремя поставили прививку, и реакция на прививку получилась вот такая. Ничего с этим не сделаешь, ничего назад не вернуть. Но есть гораздо сложнее людям, у которых этот аутизм врожденный. Это вообще страшная вещь, конечно. Я с ними не знакома. Нет, знакома, но не так близко. И такое могло быть с Катюхой, но не было. И это прекрасно. У мамы были роды очень тяжелые. 8 часов она рожала, кажется, подряд. Не сутки там, кажется. То есть схватки. И в итоге ее просто бросили. И, типа, рожай сама. Ну, деньги же никто не давал, типа, взятки никто не давал. Была достаточно бедная семья. И ее бросили. Видимо, плод формировался неправильно. И как бы это, естественно, тогда было сложно распознать с той медицины еще. И медсестра просто оставила. А потом, когда пришла, стала неправильно вот этот плод вытягивать. Просто потянула за шею, и позвонки сломались. Даже врачам, у которых случаются такие ситуации, нужно быть неимоверно благодарными, потому что они идут в это дело, понимая, что они, будучи адекватными людьми, будучи смелыми людьми, будучи умными, будучи людьми, которые вложили все в свое образование, родители, которых вложили все в их образование, они идут на риск того, что они тоже могут допустить врачебную ошибку. Это, к сожалению, это жизнь такая. И врач от этого не становится хуже. Он тоже человек. Все не понимали вообще, как это так. И предположения строили страшные, не что это врачебная ошибка, что это чуть ли там, ну, не буду говорить, какие-то вообще ужасные вещи, что сама виновата. Ну, как бы, нет, не виновата. Потому что так вышло и может произойти с каждым. И может произойти не просто при рождении, то, ну, опять-таки, выйти на улицу и что угодно может случиться. И ты можешь остаться на всю жизнь в коляске в какой-нибудь. Или вообще, это в лучшем случае, прикованный вообще к кровати и не двигаться. И люди, которые говорят о том, что сама виновата и все такое, мне хочется сказать, ну вы что, ребят, ну, с вами же или с вашими детьми может произойти это, и что вот ты скажешь, кирпич упадет, сама или сам виноват? Не смотрел, когда шел наверх или вниз? Ну, это же легче так сказать, чем понять человека. У меня есть чувство вины за то, что я однажды у Кати круг вытащила из-под нее, и она теперь воды боится. Вот это я виновата. Это вот тут за это я испытываю чувство вины. Она по колено в воду заходит, и я помню день, когда я это сделала, и я понимаю, что в этом абсолютно виновата я. И что, ну, там, может быть, конечно, ее надо было там немножко оставить, немножко остыть ей, но вот такая вот у нее психологическая травма с детства, она теперь воды боится. Вот тут мне хотелось бы исправить. А тут я понимаю, что Катя, она хоть и видит, как живут другие люди, но это ее жизнь. Она ее любит. Главное, что я стала винить себя за то, что я здорова. Сейчас. Успокойся. Самая, наверное, сложная тема для меня. Начинаю винить себя за то, что я здоровая, а моя сестра нет. Ну, типа, она страдает, а я нет. Я имею возможность гулять, заниматься чем-то, учиться, иметь планы на жизнь, разговаривать как минимум, сама за собой ухаживать, а моя сестра нет. И почему я так много верила в сказки, в Гарри Поттера, в фей всяких, потому что до 14 лет причем. Потому что я очень сильно хотела обладать какой-то способностью, чтобы хотя бы там на какое-то время давать возможность своей сестре перемещаться в мое тело, допустим, и чувствовать себя здоровой. Ну, конечно же, я понимала, что это невозможно, но мне вот в это верилось. То есть мне больше, наверное, ничего не хотелось так в жизни, как этого. Нет, я бы не хотела меняться местами. Не потому, что я черствая или злая, просто потому, что я действительно считаю, что это уважение к человеку. Это если я поменяюсь телами с человеком, который не может ходить на коляске, я ему лучше не сделаю. Никак. Даже если он насовсем останется в моем теле.
Потому что у него была своя жизнь, он хоть и доставал тарелки, я не знаю, палочкой, но у него была своя жизнь. Человек слепой, он читал азбукой Брайля, но это была его жизнь. И то, что он начнет видеть, это будет совсем другая реальность, не его абсолютно. Изначально идея фикс была вылечить сестру. То есть как бы я знала прекрасно, что когда еще не родилась, что они ездили в Москву и куда только не ездили, что только не делали. С дельфинами она плавала, иглоукалывание, все было, ничего не помогло. Ну, вот. Какие-то деньги даже находили, отдавали за это все. Добрые люди находились, которые пытались вылечить. Но я понимала мозгами, что все, нет. Но все равно мечтала, что вдруг вот я, когда вырасту, что-то такое изобретут, что поможет ей хотя бы ходить. Я понимаю, что если бы не она, то я бы абсолютно другим человеком была. Я бы не относилась к людям как к людям, наверное. Я бы по-другому мир воспринимала. Их вот сейчас... Все то, что я вот до этого сказала, на самом деле это вот только то, что я вижу. Я не чувствую, что мы с ней вообще отдельные люди. В клетке твоей льется юный ручей, он же перестанет биться, перестанет биться. Жизни твоей из долин цветущих огней больше не случится.